Часть первая. Она не моргнула ни разу за те 7 секунд, пока мы ехали с 4-го этажа на 1-й. Я заметила это случайно, смотрела в телефон, потом подняла взгляд за секунду до открытия дверей и увидела, что она смотрит на меня. Ни в пол, ни в стену, на меня. Ровно, без движения. Глаза светло-серые, почти белые. Я не видела такого цвета у людей раньше. Тени под ними синеватые, глубокие, как у человека, который не высыпается годами. 7 секунд. Я потом считала. От закрытия дверей до открытия. 4-й этаж на 1-й. Именно 7. Ни одного моргания. Двери открылись. Она вышла первой, не сказав ничего. Меня зовут Алина Веретенникова. Мне 33 года. Я работаю аналитиком данных в логистической компании «Уралтранс». 8 лет в одной должности. Стол у окна, 3 монитора, ежедневные сводки в 9 утра. Последние 2 года облегченная нагрузка, которую я сама себе урезала после развода. Офис на Малышева. 23 минуты пешком от нового дома. Я специально измерила в первую неделю телефоном с таймером. Квартира, 4-й этаж дома на Чапаева, 12. Дом 1963 года постройки. Кирпич. Стены держат тепло. Потолки 2,65. Паркет рассохся в одном месте у входа в спальню. Правая доска 3-го ряда от двери. Скрипит при каждом шаге. Я привыкла за 3 месяца, теперь не слышу. Окна во двор. Узкий, с березой посередине. Зимой до полудня темно. Дом напротив загораживает солнце. Взяла в аренду в октябре, въехала 1 ноября. До этого съемная комната на Белинского. Громко, чужие запахи, чужая мебель с чужой историей. Здесь тихо, мне подошло. Соседка из 18-й, дверь в дверь напротив, Алевтина Ивановна. Имя узнала от хозяйки через неделю после въезда. Тихая женщина, пожилая, живет там давно. Сколько именно давно, хозяйка не уточнила, как будто это само собой разумелось. До лифта я встречала ее несколько раз, всегда одна, в темно-синем фланелевом халате, когда шла к почтовым ящикам, и в темном плотном пальто, когда выходила на улицу. Кивала при встрече, не останавливалась. Не враждебно, просто не разговаривала. Я такая же, меня устраивала. После лифта я думала об этом минут 5, пока шла до магазина. Потом перестала. Редкое моргание, физиологическая особенность, встречается. У некоторых людей рефлекс ослаблен. Читала об этом когда-то, не помню источник. Задумалась о чем-то, не заметила. Нормальное объяснение. Вернулась из магазина, поставила чайник, накормила кота. Кота зовут Петр. Ему 5 лет. Он серый, полосатый, молчаливый и упрямый. Не нравился Максиму, бывшему мужу. Это говорит о Максиме достаточно. В тот вечер Петр сидел у входной двери и смотрел на нее. Ни на замок, ни на щель под дверью. На дверь целиком, сантиметров 20 выше уровня глазка. Я позвала, не обернулся. Решила, слышит что-то в подъезде. Коты слышат то, что люди не слышат. Легла в половине 11-го. Долго не спала. Дом скрипел, трубы щелкали, где-то на 3-м этаже кто-то ходил. Привычные звуки нового места. Петр пришел ко мне только в 1 ночи. Запрыгнул, лег у ног, замер. Не двигался до утра. Я это запомнила. Тогда не знала зачем. Часть 2. Открой телефон. Найди заметку, которую не помнишь, как писала. / Подпишись, поставь лайк. / Потом проверь, твой ли это почерк. Мясо я нашла в конце ноября. 28 числа, пятница, около 8 вечера. Вышла во двор вынести мусор. Баки у дальнего угла дома. Мимо клумбы под моими окнами. Клумба зимой пустая, голая земля, несколько засохших стеблей флоксов, все. Я ходила мимо нее каждый день и не смотрела. В тот раз остановилась. Земля у крайней части клумбы, там, где она ближе всего к стене дома, прямо под вторым окном от угла,
была потревожена. Не просто рыхлая, конкретно перекопанная. Свежий след примерно 20 сантиметров в диаметре. Земля уложена обратно, но неровно, с небольшим бугорком. Как будто закопали быстро, не разравнивая. Второе окно от угла – моя спальня. Я стояла над клумбой, потом огляделась. Двор пустой, береза без листьев. Фонарь у детской площадки горел. Вынесла мусор, вернулась домой, открыла ноутбук. Версия первая. Объедки для дворовых животных. Кто-то кормит кошек, закапывает от управляющей компании, которая штрафует за кормление бездомных. Объясняет место и способ. Версия вторая. Коммунальные работы. Что-то закопали в клумбу технически, не убрали следы. Объясняет расположение у стены. Я выбрала первую. Объяснение достаточное. Через 2 дня, воскресенье, 9 утра, я снова проходила мимо. Земля потревожена снова. То же место. Бугорок чуть правее предыдущего. Я остановилась. Присела на корточки. Холодно. -4. Земля твердая сверху на несколько сантиметров. Потрогала место. Рыхлее. Поддается. Что-то там. Не глубоко. 8-10 сантиметров. Не больше. Я не стала копать. Подняла взгляд. Алевтина Ивановна стояла в окне 4-го этажа. Не своей квартиры. Ее окна выходят торцом. Это было другое окно, общий коридор или лестничная клетка. Она глядела вниз, на клумбу, на меня. Расстояние метров 15. Я видела ее силуэт четко. Она не двигалась. Я помахала рукой, автоматически, не думая. Она не ответила. Я встала и пошла домой. За завтраком думала. Следит за кошками, которых кормит. Хочет видеть, пришли ли они. Логично. Через 4 дня мясо появилось в 3-й раз. Я уже знала, где смотреть. Второе окно от угла, та сторона клумбы. Теперь я проверяла каждое утро, выходя из подъезда. Оба предыдущих объяснения я записала в заметки в телефоне и перечитала. Они по-прежнему работали. Я оставила их. Но добавила наблюдение. Не версию, просто факт. 3 раза за 2 недели, всегда под вторым окном от угла. Всегда точно там. Не рядом, не сдвинуто. Точно. Паттерн – это не случайность. Случайность не воспроизводит себя трижды с сантиметровой точностью в одной и той же точке клумбы. Часть 3. Тетрадь нашлась в середине декабря. Я заказала мастера. Хотела добавить полку в встроенный шкаф в спальне. Нижнюю секцию давно не использовала. Хватало места. Мастер снимал фальш-панель на задней стенке, деревянная рейка просела, за ней пустота, воздушный зазор между отделкой и кирпичной кладкой, сантиметров 25 глубиной. В старых домах так строили, как буфер для влаги. В пустоте лежала тетрадь. Мастер ее не увидел, работал у правого края панели, она лежала у левого, в тени. Я взяла сама, пока он мерил под полку, отнесла на кухонный стол. Поставила чайник. Села. Коленкоровая обложка. Темно-зеленая и стертая по углам до серого картона. Уголки закруглились и чуть расслоились. 96 листов, я потом пересчитала. На обложке ничего написано. Ни имени, ни названия, ни даты. Я взяла ее 2 руками, как берут что-то хрупкое. Обложка была теплой. Я держала ее несколько секунд и ждала, пока ощущение изменится. Может, я ошиблась, занесла тепло своих рук, не заметила. Но нет, руки у меня холодные. Мастер работал в шкафу около получаса. Я не держала их в тепле. Тетрадь была теплее моих рук. Такого быть не должно. Не от моих рук. Я только что взяла ее из темного холодного пространства за стеной. Она должна была быть холодной. Она была теплой. Не горячей, мне неприятно, просто заметно теплее, чем должна. Я положила ее на стол и посмотрела на свои ладони. Ничего. Чай закипел. Я разлила, не глядя. Открыла тетрадь. Первая запись, синие чернила, почерк женский, мелкий, ровный. 12 сентября 2003 года. Живу здесь 6 месяцев. Хочу записывать, потому что разговаривать не с кем, а держать в голове уже не получается. Имени нет. Дальше о соседке.
Алевтина Ивановна копала сегодня рано утром, 5-й раз за осень. Я смотрела из окна, она не видела. Берет пакет из темной ткани, несет от подъезда, опускает в клумбу, засыпает. Всегда одно место, под вторым окном от угла, под моим окном. Я остановилась, положила палец на строку, перечитала. Под вторым окном от угла. Моя спальня – угловая квартира, второе окно от торцевой стены. Мастер что-то замерял в шкафу, что-то записывал. Петр сидел на подоконнике и смотрел во двор. Я потом проверила, на клумбу. Я читала дальше. Записи шли нерегулярно, раз в несколько недель, иногда разрыв в месяц. Женщина из 2003-го, я стала думать о ней первая, хотя понимала, что она такой не была, писала кратко. Факты, не ощущения. Мясо. 8 раз за осень, 4 за зиму, с весны реже. Алевтина Ивановна всегда одна, всегда ранним утром или поздно вечером, никогда днем. На 4-й странице про глаза. Снова встретились в лифте. Она не моргала все время. Я считала 8 секунд. Думаю, синдром сухого глаза или что-то неврологическое. Больше считать не буду. Она тоже считала. Мастер закончил около 5. Я расплатилась, почти не глядя, закрыла дверь. Вернулась к тетради. До половины 12-го ночи я не отрывалась. Часть 4. Записи от 2003 до 2004 года. 12 страниц. Потом разрыв. Следующая дата – 14 марта 2007 года. Другой почерк. Крупнее, с сильным наклоном вправо, ручка давила на бумагу, местами продавила насквозь. Нашел тетрадь в шкафу, читал 3 часа. Хочу продолжить. Мужчина. Имени тоже нет. Записи от 2007 до 2008. Те же наблюдения. Те же утренние и вечерние походы к клумбе, та же тишина в 18-й. Новое. Он попробовал разговориться с Алевтиной Ивановной. Спросил в подъезде, давно ли живет в доме. Она ответила: давно. Спросил, нравится ли. Ответила: нормально. Все. Закрыла разговор и ушла к себе. Не грубо, не уклончиво вышла из разговора. Несколько страниц спустя. Поговорил с Ниной Ивановной с 3-го этажа, 15-я квартира. Она в доме с 81-го года, знает всех. Алевтина Ивановна переехала в 89-м. До нее в 18-й жила семья, уехали. Алевтина Ивановна с тех пор одна. Ни мужа, ни детей, никаких гостей за все время. Пенсия по инвалидности. Что именно, Нина Ивановна не знает. Никогда не жаловалась, никогда не скандалила. 1989 год. 35 лет в одной квартире. Я поставила закладку, клочок бумаги, встала, потянула спину. Час ночи. Двор за окном темный, фонарь у березы горит. Клумба в тени. Я наблюдала с минуту. Ничего. Петр не спал. Сидел рядом со мной на диване, смотрел в сторону входной двери. Я почесала его за ухом, не повернулся. Вернулась к тетради. Второй почерк закончился записью от июня 2008. Нашел квартиру получше, в центре. Переезжаю в конце месяца. Рад. Здесь неплохо было, но пора. Скучать не буду, честно говоря. Нормальный уход. Человек переехал. Я откладывала страницу. Думала. Оба первых жильца ушли обычно. Женщина 2003-го. Записи спокойные, наблюдения без паники. В конце уехала к маме. Мужчина 2007-го. Нашел лучше, рад. Никакой экстренности, никакого бегу. Они видели то же, что вижу я, и жили нормально. Уходили нормально. Это важный факт. Я его записала. Третий почерк. 2009 год. Женский, но другой. Короткие строчки. Почти телеграф. 22 апреля 2009 года. Въехала вчера. Нашла тетрадь. Читала. Поняла. 3 мая 2009 года. Снова мясо. Голень говяжья, льняная ткань, красная нить. Как описывали. Льняная ткань, красная нить. Я не знала этого.
только видела бугорок в клумбе снаружи. Теперь знала, что внутри. 19 июня 2009 года. Спросила ее напрямую. Она сказала: «Пока цела нить, ты в безопасности. Больше ничего. Ушла». Я перечитала дважды. «Пока цела нить, ты в безопасности». От чего? Какая нить? Та, что на свертке в клумбе? Что значит «цела»? Третий почерк оборвался на октябре 2009. Переезжаю к маме. Она заболела. Не потому, что здесь страшно. Нужна там. Тетрадь оставляю. Пусть лежит. Снова обычный уход. Я откинулась на спинку дивана и уставилась в потолок. Записей оставалось еще много. Часть 5. На следующий день после работы я постучала в 15-ю квартиру. Нина Ивановна, ее упомянул второй жилец. Если она в доме с 81-го, она знает все, что можно знать об этом подъезде. Я не готовилась к разговору, не составляла вопросов, просто постучала. Открыла женщина лет 75, невысокая, в клетчатом халате, волосы подобраны. Посмотрела на меня с тем выражением, которое бывает у людей, когда им интересно, но они делают вид, что нет. «Добрый вечер, я из 19-й, въехала в ноябре. Алина». «Знаю, видела». Дверь не открыла шире. Я не обиделась, я понимаю этот стиль. Хотела спросить про дом, про соседей, если не против. Пауза. 5 секунд, не меньше. Потом она все-таки посторонилась. «Заходи». Мы сидели на кухне. Она поставила чай без спроса, черный, крепкий, в толстых фарфоровых чашках. Я спросила об Алевтине Ивановне осторожно, без конкретики. «Давно живет? Хорошая соседка?» Нина Ивановна смотрела на меня долго, прежде чем ответить. Дольше, чем требовал вопрос. «С 89-го. Тихая. Не жалуется, не скандалит. Хорошая». «А до меня в 19-й кто жил?» Вот тут она отвела взгляд. Поправила чашку, та стояла ровно. «Разные, много менялись». «Сколько за последние 20 лет примерно?» «Зачем тебе?» Я сказала правду. Хочу знать, стоит ли задерживаться надолго. Хозяйка уклончивая. Хочу понять, что за история у квартиры. Нина Ивановна помолчала. 8 человек, может 9. Не считала специально. 8-9 за 20 лет в одной квартире. Это много. Почему уезжали? По-разному. Она взяла чашку. Рита с мужем, работа в другой город. Сережа купил свою квартиру. Еще девочка одна, не помню имя, к маме уехала. Все звучало нормально, я кивала. А Игорь Анатольевич? Тишина. Другого качества тишина, плотная. Откуда ты знаешь про Игоря? Слышала в подъезде, не помню от кого. Она поставила чашку. Он умер, сказала она тихо, в апреле 19-го, сердце. Один жил, нашли через 2 дня. 2 дня в моей квартире. Молодой? 42. 42. На 1 год старше, чем женщина из 1994-го. Та была 41. Я не говорила этого вслух. Нина Ивановна не знала про запись в газете. Ее нашел 4-й жилец в читальном зале, не здесь. Нина Ивановна в 94-м уже жила в доме, но про ту женщину не сказала ничего. Либо не знала, либо знала и тоже решила не говорить. Я допила чай, поблагодарила, встала. У порога она сказала, негромко, в сторону, не глядя на меня. «Ты в клумбу не лезь, если найдешь что-нибудь там, не трогай, просто совет». «Почему?» Она не ответила, открыла дверь. Я спустилась к себе, закрыла дверь. Стояла в прихожей в пальто несколько минут. 8 человек, 9, 42 года, 2 дня. Часть 6. 4-й почерк появился в 2011 году. Этот жилец писал больше всех и мельче всех. Строчки плотные, поля почти не оставлял, иногда без знаков препинания в конце, будто торопился. Я разбирала его с трудом, несколько слов читала по контексту. Он прожил здесь 12 месяцев, дольше всех остальных.
и именно он первым написал о тетради как о системе. Я думаю, это не случайно, что тетрадь здесь лежит. Ее оставляют специально, или она сама остается. Не знаю, кто начал. Первые жильцы, может, раньше. В ней что-то написано, что нужно знать. Правила. Я пока не понял, какие. Правила. Он был аккуратнее в наблюдениях. Указывал время, погоду. 2 часа 15 минут, снег. Она стояла у подъезда 6 минут, потом вернулась. Мясо каждые 4-5 дней в среднем, зимой чаще. Я построил таблицу. Я аналитик данных. Я понимала этого человека. Он тоже спрашивал Алевтину Ивановну напрямую. Она не ответила ничего, только смотрела, пока он говорил. Потом ушла к себе. Она не объясняет. Я думаю, она не может. Или не про слова это. Потом запись, которую я перечитала несколько раз. Нашел в читальном зале подшивку городских газет. Случайно, искал другое совсем. Криминальная хроника, март 1994 года. Дом на Чапаева 12, квартира 19. Женщина, 41 год, погибла. Подробностей нет. Имени жильца 18-й нет, но год совпадает. Алевтина Ивановна тогда уже жила там. 1994 год. Первая смерть, которую я знала с датой. На 25 лет раньше Игоря Анатольевича. 4-й жилец переехал в декабре 2012. Ухожу. Не потому, что страшно. Нашел свое. Здесь не мое. Но я рад, что был. Читайте внимательно. 5-й почерк. 2015 год. Женский, неровный, как будто писала стоя или в движении. Только 4 записи. Последняя от октября 2015. Спросила ее по-другому. Не «зачем мясо?», а «от чего оно защищает?». Она долго молчала. Потом сказала: «От того, что было здесь до меня». Я спросила, что именно. Она ответила: «Лучше не знать». Я сказала: «Мне нужно знать». Она смотрела на меня долго, той самой смотрелкой, без движения, и сказала только: «Нет, не нужно». И все. После этого еще 2 чистые страницы. Потом 6-й почерк. Наташа. Единственная, кто написала имя. Наталья Озерова. Въехала март 2023. Записи до ноября 2023 подробные, уверенные, похожие на все предыдущие. Потом обрываются. Последняя запись Наташи 14 ноября 2023. Уезжаю завтра. Тетрадь оставляю. Если читаешь это, живи спокойно. Не трогай клумбу, не убирай нить, не спрашивай ее от чего, просто живи. Я перечитала 3. 8 месяцев и такой выход. Спокойный, без экстренности, с одной инструкцией для следующего. Просто живи – это не прощание в панике. Это прощание человека, который разобрался, что можно и что нельзя, и сделал вывод. Жить здесь возможно. Надо только знать правила. Правила нигде не написаны явно. Они разбросаны по 6 почеркам, 6 точкам зрения. Кто-то спрашивал прямо, кто-то строил таблицы, кто-то убрал мясо и посмотрел, что будет. Я собирала их, как собирают данные из несвязанных источников. Это моя профессия. В ту ночь я закрыла тетрадь, положила на стол. Долго смотрела на обложку. Она была теплой. Часть 7. Той ночью я не спала до 3. Не от страха, от того, что информация не складывалась в структуру. Я привыкла к структурам. Если данные не сходятся, это не мистика. Это значит, что не все данные собраны. Я перебирала. Версия 1. Алевтина Ивановна психически нездорова.
Навязчивый ритуал при обсессивно-компульсивном расстройстве. Объясняет мясо, закрытость, ответы. Не объясняет смерти, они могли быть случайными. Не объясняет запись 1994 года, которую нашел четвертый жилец. Версия вторая. Народная практика, которую она выполняет по убеждениям. Закапывать мясо как откуп, жертву, граничный обряд. Объясняет почти все. Не объясняет от того, что было до меня. Если просто фольклор, она бы объясняла иначе. Третьей версии у меня не было. Я 8 лет работаю с данными. Когда выборка недостаточна, не строй модель, жди новых данных. Я так себе и сказала. Жди. В 1:30 заварила чай, попробовала читать рабочий отчет за неделю. Прочла 2 абзаца и поняла, что не прочла, просто водила глазами по строкам. Мозг, впрочем, продолжал работать без участия воли. Я это знаю потому, как ложатся мысли к утру. Сложнее, детальнее, чем были вечером. Что-то обрабатывается само, пока спишь, или делаешь вид, что спишь, или пока смотришь в темный потолок и слушаешь, как щелкает труба отопления в 23:40. В 2:14 ночи я посмотрела на телефон в этот конкретный момент. Что-то щелкнуло за дверью. Лифт, наверное. Потом тишина. Потом шаги на площадке. Медленные. Не к лифту. По площадке туда-обратно. 3-4 шага, потом стоп. Я встала. Подошла к двери. Посмотрела в глазок. Алевтина Ивановна стояла у лифта. Не нажимала кнопку. Стояла. В руках темный пакет, что-то тяжелое по виду. Халат, тапочки. В 2:14 ночи. Я не двигалась. 3 минуты. Я считала по внутреннему ощущению. Потом сверила с телефоном. 3 минуты она стояла неподвижно. Потом повернула голову. Медленно. Ни к лифту, ни к лестнице, к моей двери. Прямо к ней. Глазок маленький, обзор ограниченный, но я видела ее лицо. Ее взгляд был направлен на глазок. Я не дышала. Поняла это через несколько секунд, когда начало шуметь в ушах. Тихо выдохнула. Не двигалась. Она стояла так примерно полминуты. Я смотрела в глазок и регистрировала факты. Вот они. Пожилая женщина стоит у соседней двери в 2:30 ночи в тапочках, смотрит на глазок, не делает никаких движений, не стучит, не говорит. Темный пакет в руках, тяжелый, опущен. Лицо без выражения, которое я могла бы идентифицировать как угрожающее или дружелюбное. Просто стоит, просто смотрит. Факты не складывались в объяснение. Потом развернулась, пошла к лестнице, вниз, не к лифту. Я слышала шаги. 4-й этаж, 3-й, 2-й, 1-й. Потом дверь подъезда, негромко, аккуратно. Я отошла от двери, вернулась в комнату. Петр сидел на кровати и смотрел на меня. Не на дверь, на меня. Как будто ждал, что я скажу. Я ничего не сказала. Легла, закрыла глаза. Потолок. Трещина от карниза, я знала ее уже как свое лицо. 3 месяца и трещина твоя. Я считала. С 1989 по сегодняшний день 37 лет. Если 80 свертков в год, около 3000 выходов к этой клумбе. 3000 ночей или ранних утр. В мороз, в слякоть, в темноте. Что заставляет человека делать одно и то же 3000 раз, если это не заставляет, если это выбор? Либо она не в своем уме, либо она точно знает, что будет, если не делать. Петр засопел у ног. Я слушала. Не его, а дом. Труба щелкнула ровно в 23:40, как каждую ночь. Потом тишина. Потом еще одни шаги, снизу. Быстрые, незнакомые. Кто-то поздно вернулся домой. Обычный человек, обычная ночь. Я умею различать теперь. Быстрые от медленных. Долго не спала. Часть 8. Утром я столкнулась с Ниной Ивановной у почтовых ящиков. Нина Ивановна, прошлой ночью в 2 часа. Алевтина Ивановна выходила во двор? Та смотрела на меня без удивления, как будто ждала. Выходит иногда. Вы знаете зачем? Знаю. Скажите. Она вздохнула, медленно поправила варежку. Та сидела нормально. Алина, ты работаешь с цифрами. Я слышу по ночам через потолок,
как ты за компьютером. Пауза. Есть вещи, которые цифрами не описываются. Попробуйте без цифр. Дом старый, 46-го года, после войны. Что на этом месте было раньше, я не знаю. Она знает. С 89-го знает. Откуда? Не говорила мне. Я не спрашивала больше одного раза. Что она делает с мясом? Кормит. Нина Ивановна сказала это ровно, без интонации. Ни кошек, ни собак кормит, чтобы не голодала, чтобы спала и не злилась. Она закрыла почтовый ящик. Это все. Что не голодала? Она уже шла к лестнице. «Не убирай нить», — повторила, не оборачиваясь. «Я тебе уже говорила». Я смотрела ей вслед. Небольшая, в сером пальто, шла осторожно. Лед под ногами у козырька. На вид обычная пожилая соседка, которая знает все обо всех. Но она ни разу не спросила Алевтину Ивановну напрямую. Или спросила, и ответ ее устроил так, что больше не хотелось. Есть вещи, которые цифрами не описываются. Обычно говорят «я не могу объяснить». Нина Ивановна сказала «не описываются». Разница в глаголе. «Не могу объяснить» — это про меня, про мои слова. «Не описываются» — это про вещи. Она допускала, что вещи эти существуют, просто считала их за пределами цифр. Я вернулась домой, сняла куртку, не уходила с порога, минуту, не меньше. Вечером я искала в браузере. Чапаева, 12, Екатеринбург, история. Дом 1946, Чапаева. Чапаева, 12, происшествие. Ничего конкретного. Хроника 90-х не оцифрована, здание нигде особо не упоминается. Чапаева, 12, квартира 19. Тишина. Я нашла карты 1940-х годов. Квартал тогда не застроен. Пустырь. Место в военное время помечено условным знаком, который я не сразу расшифровала. Открыла справочник символов. Обозначение временных построек. Что именно, не указано. Пустырь. Временные постройки. От 1941 до 1945. Потом дом 1946 года. Что было на этом месте в войну, в открытом доступе нет. Я закрыла вкладку с картами и открыла новую. Ввела «Эвакуация Свердловск 1941 года. Временные постройки». Много общего. Заводы, тысячи людей из западных городов, временные пункты размещения. Ничего конкретного про квартал на Чапаева. Иногда отсутствие конкретики в публичном доступе тоже информация. Не все, что было, записано. Не все, что записано, сохранилось. Не все, что сохранилось, оцифровано. Четвертый жилец ходил в читальный зал, вручную листал подшивку городских газет, нашел хронику 1994 года. Я не была готова к читальным залам. Пока. Петр пришел, сел рядом с ноутбуком. Посмотрел на экран, потом на меня. Первый раз за несколько дней он сидел рядом, не у двери. Я закрыла браузер, поставила чайник. Чай пила стоя у окна, наблюдала клумбу внизу. Темная, ровная, тихая. Часть 9. В пятницу вечером я вышла во двор с маленьким фонариком. Не импульсивно. Я думала об этом весь рабочий день за 3 мониторами. Нужно знать, что там конкретно. Не льняная ткань из чужих записей, а конкретно вес, запах, температура. Я аналитик. Первичные данные важнее вторичных описаний. 11 час вечера. Двор пустой. -8. Фонарь у березы горит. Желтый, уличный. Клумба в полутени. Снег плотный, старый. Хрустит при каждом шаге. Не тихо. В такую погоду любое движение во дворе слышно метров на 20. Я думала об этом. Она всегда ходит ночью или ранним утром, никогда днем. Выбирает время без свидетелей или без случайных людей, что не одно и то же. Я шла медленно. Пар от дыхания в желтом конусе фонаря. Потом шагнула в тень, фонарь за спиной, темнее.
Клумба в 2 метрах. Я присела у знакомого места. Земля сверху твердая, подмерзла. На 1-1,5 вглубь рыхлеет. Я поддела край ладонью. Льняная ткань, теплая. Я остановила движение, подождала. Потрогала снова, кончиками пальцев без перчаток, на морозе. Ткань заметно теплее окружающей земли. Не чуть, ощутимо. Как будто лежит у теплой стены, а не в промерзшей клумбе при -8. Я вытащила сверток. Льняная ткань, бежевая, потемневшая от земли. Красная нить вокруг, намотана трижды, двойной узел. Нить не выцвела, не истерлась, свежая, намотана недавно. Сверток тяжелый, граммов 350, не меньше. Теплый в руках, как тетрадь была теплой в первый раз. Запах. Земля, лен и под ними мясо. Не гниль, не протухшее. Свежее мясо, как в мясном отделе супермаркета. Я держала его в руках. Стояла так. Потом подняла взгляд на дом. 18-я квартира, кухонное окно. Горит свет. Там стоит она. Силуэт прямой, неподвижный. Смотрит вниз, на меня. Я положила сверток обратно в углубление. Прикрыла ладонью землю, примяла, выровняла, насколько получилось. Встала. Подняла голову, она не двинулась. Я пошла к подъезду. Спиной чувствовала ее взгляд, пока шла, 25 метров. Это не ощущение безопасности и не ощущение угрозы. Просто взгляд, тяжелый, ровный. Дома мыла руки долго. Горячей водой, мылом, 2 раза. Потом просто горячей, без мыла, еще раз. Смотрела на кожу, на пар над раковиной. Запах ушел, почти. Факты по порядку. Ткань при -8 была теплее, чем должна быть. Не условно, ощутимо, в сравнении с металлической пуговицей куртки, с рукояткой фонарика, с землей вокруг. Нить, новая, не выцвела, намотана плотно, поставлена недавно, не 4 дня назад. Запах – свежее мясо, без признаков разложения, хотя при -8 мясо за 4 дня должно было промерзнуть насквозь. Запах говорил «нет». 3 аномалии в одном предмете, 3 факта. Я перечислила их ровно, без интерпретации. Объяснение – отдельный вопрос, который я пока оставляла открытым. Петр сидел на кухонном подоконнике, смотрел во двор, не на дверь, как всю последнюю неделю, во двор, в темноту. Часть 10. Утром в субботу, около 9, я почувствовала, у двери кто-то стоит. Не стук, просто акустика меняется, когда у двери есть присутствие. Что-то с отражением звука в маленьком объеме прихожей, я не умею объяснить точнее. Меняется. Встала, подошла, прильнула к глазку. Алевтина Ивановна стояла напротив. Не у своей двери, у моей. Смотрела на нее. Руки вдоль тела, ничего в руках. Она не стучала. Я держалась у двери и считала. 1 минута, 2, 3. Она стояла ровно, без движения, так, как стоят люди, у которых есть большой запас времени и никуда не нужно. На 5-й минуте опустила голову, медленно, рассматривала пол у моего порога. Потом подняла, задержалась еще немного, развернулась, зашла к себе. Дверь закрылась без звука. Она умела закрывать дверь абсолютно бесшумно. Я подождала, открыла свою дверь. На полу у порога клочок бумаги. Вырванные из блокнота края неровные. Шариковая ручка, синие чернила, аккуратный почерк. Не убирай. 2 слова, строчными, без точки. Я смотрела на нее через порог, не взяла сразу. Бумага лежала на ковровой дорожке у правой ножки двери. Вырвана аккуратно, ровный край, не рваный, ножом или линейкой. Она планировала это заранее. Пришла не с пустыми руками, принесла готовую записку. Это значит, она знала, что мне нужно написать.
Знала о пятнице. О том, что я вытащила сверток. Откуда? Я взяла бумажку. Зашла. Положила на стол рядом с тетрадью. Нина Ивановна говорила то же самое. Наташа в последней записи то же самое. Жилица 2015-го. Не трогай нить. Все разными словами. Одно. Я открыла тетрадь на 18-й странице. Записи 4-го жильца. Место, которое я пропустила в первый раз. Нина Ивановна сказала одну вещь, записываю дословно. Она не делает ничего плохого. Она держит. Когда приходят жильцы, держит и для них тоже. Но если кто трогает, она уже не может держать за двоих. Я спросил, что значит «держит». Ответа не было. Держит. Я перечитывала записку. Не убирай. Я трогала сверток в пятницу. Положила обратно, но трогала. Вытаскивала, держала в руках. Петр вышел из спальни. Прошел через всю комнату, сел рядом с тетрадью. Посмотрел на меня, потом на тетрадь, потом снова на меня. Я перевернула страницу. Петр запрыгнул рядом. Не к ногам, а вплотную к бедру, бок к боку. Тепло его через ткань. Я положила руку на его спину. Почувствовала под ладонью ровное дыхание. Он перестал сидеть у входной двери именно после той ночи, когда она вышла в 2 часа 14 минут с новым свертком. Я не хотела придавать этому значения. Коты меняют поведение, это не данные. Но записала в телефон. Держит. Нина Ивановна. Держит и за жильцов тоже. Но если кто трогает, не может держать за двоих. Я трогала сверток в пятницу. Потом записка. Потом Петр рядом, а не у двери. Причинно-следственной связи я не устанавливала. Я записала последовательность. Часть 11. Игорь Анатольевич. 6-й почерк. Крупный, размашистый, давление сильное, красные чернила. Только у него, у всех остальных синие. Он въехал в феврале 2019 года. 9 записей за 2 месяца. По тону другие, не наблюдения, реакции. 14 февраля 2019 года. Нашел тетрадь, прочитал все. Это бред. Пожилая женщина с навязчивым ритуальным поведением и несколько сентиментальных людей, которые это описывали как нечто значимое. Ничего значимого нет. Написал и все равно продолжил писать. Следующие записи он объяснял систематически, детальнее всех, именно потому, что хотел доказать. 28 февраля 2019 года. Не моргает, синдром сухого глаза, осложненный, плюс возможный неврологический компонент. Нашел статью в медицинском журнале. Мясо, ритуальное поведение при ОКР. Нить, компульсия. Все это медицинские состояния. Эту женщину жаль. Он пожалел ее, это отличало его от других. Я перечитала его записи дважды, он строил модели, как я, но в другую сторону. У него была гипотеза заранее, и он искал факты под нее. Дедуктивный метод. Быстрее индуктивного, но уязвимее. Если гипотеза неверна, факты укладываются неправильно, и ты не видишь этого изнутри. Его гипотеза – все имеет медицинское объяснение. Она не моргает – диагноз. Мясо – ОКР. Тетрадь – сентиментальность. Закрытая система, в нее не помещается то, что выходит за рамки. Когда реальность вышла за рамки, он не пересмотрел гипотезу. Написал: изменилось что-то в квартире, наверное, от недосыпания. Списал, не поменял. Я думала об этой разнице. У меня не было закрытой гипотезы. Я собирала факты и ждала, пока они сложатся сами. Это, возможно, медленнее, но безопаснее. Пауза 2 недели. Потом 21 марта. 21 марта 2019 года. Я убрал мясо 3 дня назад. Выкопал, выбросил. Не мог больше смотреть, как больная пожилая женщина в холод выходит ночью в тапочках. Хотел поговорить с ней, не открыла.
Хотел вызвать социальные службы. Это жестоко, она никому не мешает. Убрал сам. Пусть увидит, что ничего не произойдет. Может, поймет. 22 марта. Она не выходила, смотрел через глазок несколько раз. Тихо в ее квартире. Может, хорошо. 23 марта. Ночью что-то, не могу описать точнее. В квартире изменилось что-то. Ни звук, ни запах. Воздух другой, что ли. Я не сплю 2 суток. Это от недосыпания, больше ни от чего. 25 марта. Последняя запись. Красные чернила, но давление слабее, как будто рука устала. Она принесла новый сверток сегодня. Я видел из окна. Положила, потом взяла старый, он был разорван. Нить не снаружи, изнутри разорвана. Она задержалась над ним долго. Потом посмотрела на мое окно. Не на меня, на окно. Покачала головой. Я не знаю, что. Последнее слово без точки. Фраза не закончена. Нина Ивановна говорила, нашли через 2 дня. Я закрыла тетрадь, посидела так, с закрытой, положив ладонь на обложку. Обложка была теплой. Открыла. Страница после записи Игоря Анатольевича. Наташа. Март 2023 года. Въехала, нашла, читала, поняла. То же самое, что и все, но всего 3 строки в первый же день. Что она поняла сразу, на что другие тратили месяцы? Я попробовала сформулировать за нее. Есть система. Система работает. Задача жильца – не мешать системе работать. Не убирать, не трогать, не спрашивать от чего. Просто жить рядом и не вмешиваться. 8 месяцев, потом уехала по своим причинам. Живая, целая. Последняя запись спокойная. Живи спокойно. Не трогай клумбу, не убирай нить. Просто живи. Это единственная модель поведения в этой тетради, которая закончилась так. Я перечитала ее записи еще раз. Часть 12. Я листала к концу. После Наташи ее записи до ноября 2023. Последняя запись. Потом пустые страницы. Я перелистывала одну за другой. Пустые, чуть пожелтевшие, некоторые с мягким следом по краю, как будто их касались, но не писали. Треть тетради от конца. Потом не пустые. Я остановилась. Синие чернила, почерк мой. Я разглядывала несколько секунд, не понимая. Потом поняла. Это был мой почерк. Точно мой. У меня специфическое «Т», открытое, почти как латинское, и «Д» с длинным нижним хвостом. Здесь то же самое, до детали. Я закрыла тетрадь, подождала полминуты. Открыла снова, почерк не изменился. Взяла карандаш со стола и написала на обороте старого чека слово «тетрадь». Сравнила «Т» идентично, «Д» длинный хвост влево идентично. Это не похожий почерк, это мой. Дата вверху. 4 ноября. День, когда я въехала. 4 ноября. Первый день. Квартира пахнет чужим. Неплохо, просто чужим. Петр спрятался под кровать на 3 часа, потом вышел. Это правда, я помню. Петр действительно прятался под кровать. Я еще расстроилась, думала, напугала его переездом. Я не писала этого. Я не веду дневников никогда, это не мой формат. Я нашла тетрадь только в середине декабря. Мастер снимал фальшпанель. До этого я ее не видела и не касалась. Следующая запись 9 ноября. День первого лифта. 9 ноября. Лифт. Смотрела 7 секунд. Не моргала. Думала, задумалась. Петр вечером сидел у двери. Я держала тетрадь обеими руками. Страница не дрожала. Дальше все мои дни. Точно. 15 ноября. Звонила мама. Спросила про Максима. Сказала, все в порядке. Первый раз правда. Я разговаривала с мамой. Я сказала именно это. Не хорошо, а в первый раз правда. Помню, сама удивилась этой формулировке. Мама не записывала. Никого, кроме нас двоих, не было.
21 ноября. Утром искала вторые ключи. Кармашек зимней куртки. Левый. 10 минут. Точно. Нашла там. Злилась на себя, никому не говорила. Дата, событие, иногда мысль, которую я думала про себя, не произносила вслух. Думала за завтраком, позвонить Максиму или нет. Не позвонила. Я думала об этом, никому не говорила. 28 ноября. Нашла мясо в клумбе. Версия первая. Кошки. Выбрала первую. 2 декабря. Снова мясо. Видела ее в окне. Помахала. Она не ответила. Декабрь. Середина. Мастер, шкаф, тетрадь. Коленкоровая обложка. Теплая. Я долистала до последней заполненной страницы. Дата – сегодняшнее число. Последняя запись описывала сегодняшний день. Утро. Кофе, работа из дома. Обед. Я варила гречку с луком. Именно это, именно сегодня. Вечер. Тетрадь. Листание к концу. Последняя строка. Она листает к концу и видит. Фраза не закончена, обрывается на полуслове. Видит и больше ничего. Часть 13. Я закрыла тетрадь, встала, прошла на кухню. Налила воды холодной из-под крана, целый стакан. Выпила стоя, не садясь. Поставила стакан, стояла у раковины. Петр пришел на кухню, сел у холодильника и смотрел на меня. Я вернулась к столу. Тетрадь лежала там, где я оставила. Внутри нее записи людей, которые жили здесь до меня. И записи от моего имени, моим почерком, с моими мыслями, которые я не произносила вслух. Начиная с первого дня, за 6 недель до того, как я нашла тетрадь. Кто-то писал меня, не описывал, писал, изнутри, с доступом к тому, что происходило в моей голове. Я сидела с этим несколько минут. Данные. Тетрадь лежала за фальш-панелью с ноября 2023, когда Наташа уехала. Я нашла ее в середине декабря. Первая запись от моего имени – 4 ноября, за 6 недель до того, как я взяла ее в руки. Содержание записей. Мысли, которые я не произносила вслух. События, о которых никому не рассказывала. Точные слова. Не пересказ. Именно слова. Что-то знало меня изнутри раньше, чем я узнала, что оно существует. Я перебирала объяснения. Объяснение первое. Я сама вела что-то вроде дневника в измененном состоянии сознания. Диссоциация, фуговые эпизоды. Такое существует. Я никогда не имела подобного в анамнезе, но это не исключает. Не объясняет, как тетрадь оказалась за фальш-панелью до того, как я въехала. Там она лежала с декабря 2023 как минимум. Наташа уехала в ноябре. Объяснение второе. Кто-то знал о моей жизни в мельчайших деталях и записывал, имитируя мой почерк. Мотив и метод необъяснимы. Третьего объяснения не было. Как у Игоря Анатольевича в марте 2019-го, третьей версии не существовало. Я открыла тетрадь на последней записи. Она листает к концу и видит. Незаконченная фраза. Кто-то не дописал или оставил незаконченной намеренно. Рядом с тетрадью лежала ручка, синяя, с металлическим колпачком, потертым на конце. Не моя. Я не знала эту ручку и не знала, с каких пор она здесь. Сегодня не было. Вчера, кажется, тоже. Я не взяла ее. За стеной тихо. Алевтина Ивановна не выходила сегодня. Я не слышала ее с утра. Мясо под окном не появлялось 4 дня подряд. Я проверяла каждое утро. 4 дня. Кормит, чтобы не голодала, чтобы не злилась. 4 дня без кормления. Я думала об Игоре Анатольевиче, о том, что он убрал сверток в марте, а красная нить разорвана изнутри, о последней записи без точки, о том, что нашли его через 2 дня, о женщине 1994 года, 41 год, мне 33. Я встала, подошла к окну. Клумба внизу, темная, ровная, 4-й день без свертка. Что значит не злилась? Я не спрашивала у Нины Ивановны. Злость требует выхода. Какой выход совместим с тем, что описано в этой тетради, с изнутри разорванной нитью, с последней записью без точки, с нашли через 2 дня?
Я не достраивала вслух, но внутри – да. За стеной тишина. Ни шагов, ни воды, ни телевизора весь день. Петр вышел из спальни, прошел мимо меня, сел у входной двери. Снова у двери. Я закрыла тетрадь, оделась. В 8 вечера в коридоре шаги. Часть 14. Ее шаги. Я уже различала их. Медленные, ровные, с одинаковым ударением на каждый шаг. Она вышла из 18-й, прошла к лестнице, хлопнула дверь подъезда, негромко, аккуратно. Я подождала 10 минут, потом оделась и вышла. Во дворе темно. Фонарь у березы не горел, то ли лампочка перегорела, то ли отключили. Только свет из окон, размытый на снегу, и немного с улицы через арку. Алевтина Ивановна стояла у клумбы, не копала, просто была там. Прямая, без шапки, в пальто. Руки опущены, лицо в сторону стены. Я подошла, встала в 3 метрах. Она не повернулась, она знала, что я пришла. «Алевтина Ивановна», — сказала я, — «в тетради мои записи, я их не писала». Тишина. Снег где-то скрипнул, у соседнего подъезда, наверное. «Знаю», — произнесла она, тихо, без удивления, как о вещи давно известной. «Кто писал?» Она помолчала, долго, секунд 10. «Оно записывает тех, кто здесь. Это его способ знать, что они есть». Пауза. «Пока я кормлю, оно только записывает. Я слышала это, обдумывала конкретно, как обдумывают данные. А если не кормить?» Она наконец повернулась ко мне. Я смотрела на нее в темноте в 2 метрах. Темно-серые глаза, почти белые. Она смотрела на меня так, как смотрела с первого дня, с лифта. Долго, не моргая. 4 дня, сказала я. Вы не выходили 4 дня. Болела. Она отвернулась к клумбе. Первый раз за много лет, наверное. В руках у нее появился сверток, я не заметила когда. Льняная ткань, красная нить. Она опустилась на колени медленно, с видимым усилием, немолодые колени на мерзлой земле. Поставила сверток в землю. Я не видела, чтобы она копала, земля просто приняла его. Она поднялась, замерла над клумбой. «Иди домой», – тихо добавила она, – «замерзнешь». Что было на этом месте до войны? Молчание. До войны я не знаю. Я знаю с 89-го. А до вас кто кормил? Она помолчала еще. Не знаю, может никто. Может оно и злилось. Пауза. Я нашла эту квартиру и поняла, что надо. Просто поняла. Как иногда понимаешь что-то про себя и не знаешь откуда. Она пошла к подъезду, мимо меня, не глядя. Медленные ровные шаги по снегу. Дверь подъезда. Тишина. Я осталась у клумбы одна. Смотрела на то место, где был сверток. Ровная земля, ничего не видно. Потом пошла домой. Я шла к подъезду медленно. Снег скрипел. Плотный, холодный. Фонарь у березы горел, как обычно. Я думала о том, что она сказала. Поняла, что надо. Просто поняла. 37 лет назад. Может, моложе меня тогда была. Я думала, она могла уехать, как другие. Нашла бы другую квартиру. Все то же самое, без ночных свертков. Она не уехала. Может, не захотела, может, поняла. Если не она, то никто. И никто не знает, что будет, если никто. В прихожей не зажигала свет. Сняла пальто в темноте, повесила. Прошла на кухню. Петр встретил у холодильника, потерся о ногу, ушел. Обычное кошачье движение. Первый раз за неделю просто потерся и ушел. Не сидел у двери. Я поставила чайник. Пока закипал, прошла в комнату. Тетрадь лежала на столе. Рядом синяя ручка с металлическим колпачком. Я разглядывала ручку, потом тетрадь. Открыла ее на последней записи. Она листает к концу и видит. Под ней чисто. Чайник закипел. Я пошла на кухню, заварила чай. Вернулась. Встала у окна, глядела во двор.
Фонарь у Белёза снова горел, сам починился или включили. Клумба внизу, темная, ровная, тихая. Я не знаю, кто пишет эти строки. Я знаю, что ручка легкая, что чернила синие, что тетрадь раскрыта на правильной странице, что слова выходят правильными, теми самыми, которые я думаю. Я думаю. Оно записывает тех, кто здесь. Это его способ знать. Я думаю о красной нити, о том, что пока она цела, ты в безопасности. Я смотрю на ручку в руке. Я не помню, как взяла ее. Страшная история на ночь. Наушники обязательны. Смотри один, в темноте. Если дослушал до конца, подпишись. Этот канал для тех, кто не боится слушать страшное после полуночи. Напиши в комментариях, если бы ты нашел в новой квартире тетрадь с записями о себе, ты бы продолжил читать? Следующая история уже готова. Включи уведомления. Она выйдет без предупреждения. Наушники, темнота, осторожно. Проверь телефон. Найди заметку, которую не помнишь, как писала. Прочитай ее внимательно. Проверь, это твои слова?